Президент сбежал, глава государства резко покинул место после массовых протестов и ударов по столице. Что случилось с лидером страны и при чем здесь Москва? Люди массово бегут из столицы. США и крупнейшие страны мира призвали срочно эвакуироваться. Сотни тысяч людей собирают чемоданы. Скандал на саммите G7 в Канаде. Трамп набросился на Макрона. Досмотрите и дослушайте, такого цирка в международной политике не было уже давно. Тайные переговоры, неожиданные детали. Дональд Трамп срочно созывает свой Совет Безопасности. Возможны важные решения, которые затронут весь мир. Объясним простым языком. Посмотрите полностью, чтобы разобраться и знать, что нас ждет. В Казахстане происходит важное и грандиозное. Внимание мира приковано к возможным решениям, озвученным в Астане. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Бесконечная река из автомобилей, битком набитых людьми и вещами. Так выглядела столица Ирана минувшей ночью. Паника началась после поста президента США в его соцсети Truth Social. Иран должен был подписать сделку, которую я сказал им подписывать. У Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова. Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана. Министр обороны США Пит Хексет приказал подготовиться к потенциальному присоединению Штатов к текущим операциям Израиля против Ирана. В случае, если президент Трамп даст зеленый свет, утверждает израильский телеканал I-24 News. После этих публикаций, а также призывов крупнейших стран к своим гражданам покинуть Иран, и власти Ирана призвали жителей столицы немедленно эвакуироваться. Страх и паника быстро окутали столицу. Десятки, если не сотни тысяч людей уже покинули свои дома, пишут мировые СМИ. Прислушаться к призыву Белого дома эвакуироваться, кажется, не против и высшее руководство Ирана. Тегеран тайно договаривается с Кремлем о бегстве своего руководства в Россию, сообщает Иран International. По данным телеканала, один из приближенных к Хаминеи, Али Асгар Хеджази, лично получил гарантии безопасности от российского чиновника, приближенного к Кремлю. В кулуарах обсуждают эвакуацию элиты в Россию, если Израиль продолжит уничтожать ядерные объекты и атаковать столицу. Москва официально отнекивается пока что, но дыма без огня не бывает. После серии точных ударов по Тегерану в Кремле вполне себе могут начать готовить убежище для иранской теократии. Если слухи подтвердятся, нас ожидает великолепная спасательная операция и новый уровень сближения между изгоями. И сигнал: война выходит далеко за рамки региона. Асаду подвинуться. Сам Дональд Трамп тоже срочно эвакуировался. Правда, сбежал он не из США, где сейчас продолжают звучать отголоски массовых протестов против него, а с саммита Большой Семерки в Канаде. Президент США принял волевое решение. Не время сейчас на переговоры с западными партнерами. Нужно быть начеку. Трамп вернулся в Вашингтон. Там должен пройти Совет Безопасности в специальной так называемой ситуационной комнате. Правда, многие называют отъезд хозяина Белого дома с саммита G7 бегством. Такого не случалось уже много лет. Зато Трамп опять успел упрекнуть лидеров западного мира и выступить адвокатом московского коллеги. Раньше Большая Семерка была Большой Восьмеркой. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели включать Россию. И я бы сказал, что это была ошибка, потому что, на мой взгляд, сейчас не было бы войны, если бы Россия была включена. И не было бы войны, если бы Трамп был президентом 4 года назад. Но так не сложилось. Дональд Трамп, правда, забыл, что Путин, а в его лице и Россия, были исключены из Большой Восьмерки в 2014-м как раз за развязывание войны против Украины. И все же президент Франции заявил, что успел обсудить с американским коллегой новые ограничения в отношении Кремля, в частности, так называемый законопроект о драконовских санкциях, который ожидает отмашки из Белого дома. Сегодня утром я спросил президента Трампа, позволит ли он этим сенаторам продолжить свою работу. Он ответил мне довольно положительно, что для меня очень хорошая новость, потому что я считаю, что сенатор Линдси Грэм и все сенаторы, которые его поддерживают, проделали очень хорошую работу. Вот только Трампу это не понравилось. Он упрекнул Макрона, что тот понял его неправильно, правда, не по российскому вопросу. Президент Франции Эммануэль Макрон, жаждущий публичного внимания, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над прекращением огня между Израилем и Ираном. Это неправда. Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон. Но это, безусловно, не имеет ничего общего с перемирием. Это нечто гораздо большее. Намеренно или нет, но Эммануэль всегда понимает неправильно.
Короче говоря, без скандала и здесь опять не получилось, но и совместное коммюнике участников саммита, на которое уже не сильно надеялись наблюдатели, все же появилось. В совместном заявлении участников саммита G7 говорится, что Иран – главный источник региональной нестабильности и террора. Прямая критика действий Израиля против Ирана в документе отсутствует. Израильская авиация продолжила наносить удары по военным объектам в Иране. Цахал сообщает об уничтожении десятков объектов хранения и пусковой инфраструктуры ракет класса «Земля-Земля». Кроме этого, на западе Ирана были поражены пусковые установки ракет класса «Земля-Воздух» и места хранения БПЛА. Иранская пропаганда отвечает асимметрично и отчитывается об успехах своей армии с помощью внушительных снимков сбитого израильского самолета. С помощью фотошопа, видимо, сбитого. По крайней мере, именно творением нейросетей считают эти фото пользователи интернета и добавляют свои интересные варианты. Иран останавливаться, судя по всему, явно не намерен. Корпус Стражей Исламской революции заявил о начале еще более масштабной и разрушительной ракетной атаки на Израиль. Удар, как заявляется, был нанесен по зданию военной разведки Израиля и штаб-квартире Моссада в Тель-Авиве. Кроме этого, иранская атака вывела из строя все нефтеперерабатывающие заводы группы Базан в Израиле. Тель-Авив, Хайфу, а также военные объекты Израиля в других городах атакованы неким новым оружием и с использованием сотен БПЛА, сообщил командующий сухопутными войсками Ирана. Угрозы продолжаются. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь это именно вы решаете, узнает ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. И пока внимание мира притянуто к конфликту на Ближнем Востоке, Москва нанесла очередную кровавую атаку на Киев. Дроны ударяли прямо в жилые многоэтажки. Погибло, по крайней мере, 15 человек, десятки ранены. Агрессор запустил по украинской столице 175 дронов, свыше 14 крылатых и минимум 2 балістичні ракети. Служба ДСНС поліція зібрала отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетні, з касетною начинкою ракети. Такі маленькі кульки знаходяться внутрі для максимального ураження людей. Іншим, ніж геноцид, це назвати не можна. Повреждены десятки зданий, жилых, образовательных и инфраструктурных. Число ужаса для 3-миллионного мегаполиса. 27 целевых локаций от Соломенского до Дарницкого района. В Соломенском ракета разнесла 9-этажку. В Днепровском обломок дрона застрял в стене. Повезло, обошлось без жертв. Среди погибших 62-летний гражданин США. На устранение последствий были брошены более 2000 человек. Пожарных, врачей, полицейских. Досталось не только Киеву. Москва нанесла удар и по Одессе. Слава богу, что я живой. И я надеялся, что все соседи в округе живые. Больше, то есть, я не смотрел ни на дом, ни на что, без разницы. Сообщается как минимум об одной жертве из 17 пострадавших. Поврежден исторический центр города. Как сообщают ВСУ, всего оккупанты запустили 472 средства поражения. Среди них шахеды, кинжал, калибр Х-101, Х-31П. 262 объекта были сбиты средствами ПВО, еще 166 локационно потеряны. Москва и Пекин в панике из-за Ирана, пишет британская The Telegraph. Россия и Китай с крайней обеспокоенностью наблюдают за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Их старый союзник сталкивается с серьезным внутренним и внешним давлением. Израиль методично уничтожает военный потенциал Ирана и военное руководство страны. Вероятность народного восстания высока. В случае падения режима Пекин и Москва лишились бы крайне важного союзника, пишет The Telegraph. Для Кремля, который в декабре и так уже лишился опоры в Сирии после изгнания Башара Асада, это было бы катастрофой. Кроме того, Россия все еще сильно зависит от поставок комплектующих для производства дронов «Шахед». Китай же рискует лишиться надежного поставщика энергоресурсов. Страна импортирует из Ирана до 2 миллионов баррелей нефти в день. В похожем ключе высказывается и Вашингтон-Пост. Издание цитирует одного из рупоров Кремля, Константина Затулина. Ситуация развивается в опасном для России направлении. Правда, конфликт принес Москве и тактические плюсы. Цена российской нефти подскочила почти на 15% за несколько дней после ударов Израиля по Ирану. Кому, может, и война, а для российского бюджета мать родная. Рублевая цена марки «Уралс», от которой зависит четверть доходов кремлевской казны, выросла до 5000 рублей за баррель. Хотя еще неделю назад она продавалась по 4400 рублей, что являлось минимумом за 2 года. В
В Казахстане решается судьба Азии. Внимание мира приковано к возможным важным решениям, которые будут в Астане. Как говорят эксперты, Центральная Азия сегодня на пороге геополитического поворота и на прицеле ядерной тревоги. В Астане стартовал исторический саммит Китая и стран Центральной Азии впервые не на китайской земле. Под видом экономических соглашений обсуждается новый глобальный порядок. Китай стремится закрепить влияние в регионе, подписываются декларации о вечной дружбе, прокладываются железные дороги, нефть и киберинфраструктура. США и Европа в стороне, и Пекин этим пользуется. Фон саммита тревожный. Китай впервые в истории превысил 600 ядерных боеголовок и идет к 1500 к 2035 году. Масштаб как у России, темпы как у гонок. Впервые за десятилетия Азия становится ядром ядерной нестабильности. И если Центральная Азия зона дружбы, то чьей и какой? Трампофон наступает. Президенту США мало своей социальной сети. Теперь он запускает и свою мобильную сеть Trump Mobile. Тариф ровно $47.45. Намек на 45-го и 47-го президента. Никакого эго. Смартфон золотой. Стоимость $499. С американской сборкой и пафосом уровня «Мы круче Apple». Связь, помощь на дорогах и телемедицина. Все в одном. И если кто-то не возьмет iPhone, значит пора брать T1 с лицом Трампа. Слоган можно не придумывать. Make calls great again. Все беды в мире ему нипочем, а с закрытой президентской связи явно недостаточно, а денег все мало. Напомним, недавно команда Нехта уже сообщала о том, что Дональд Трамп удвоил свое состояние за год. Зарабатывал на всем, от теннисных кортов и часов со своим изображением до продажи Библии и кроссовок. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.